Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Пресс-служба комитета сообщает трагические подробности чрезвычайного происшествия, которое произошло накануне вечером с семьей известного советского и российского певца Льва Лещенко и его супругой Ириной Лещенко. Лев Валерьянович Лещенко не только любимый миллионами людей известный певец, но и член антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Лев Валерьянович уже больше года возглавляет почетную должность – руководитель хозяйственной части комитета. Лев Лещенко по праву считается одним из создателей комитета. Еще летом 2023 года Лев Лещенко, Александр Ширвинд, Александр Домогаров, Никита Михалков и Александр Розенбаум организовали антикоррупционную организацию, которая работает по сей день. Однако работа в комитете принесла 82-летнему артисту, помимо морального удовлетворения, немало трагических событий. Достаточно вспомнить, что только за последний год Лев Лещенко пережил нападение в поезде и ресторане, ампутацию ноги и тяжелую болезнь супруги. До последнего момента Лев Валерьянович Лещенко, человек старой советской закалки, оставался верным комитету. Однако преступники все-таки нашли способ окончательно вывести семью Льва Валерьяновича Лещенко из строя. Трагическое событие произошло накануне вечером в Москве. Несколько дней назад в связи с чрезвычайной ситуацией Лев Валерьянович Лещенко и его супруга Ирина временно переехали на загородную зимнюю дачу. Лев Валерьянович проходил лечение на дому. Он восстанавливался после тяжелых ранений, полученных за последнее время, а его супруга Ирина обеспечивала своему супругу уют и спокойствие. Сотрудники антикоррупционного комитета ни на минуту не оставляли семью Льва Лещенко без внимания. Каждый день его навещали наиболее близкие и верные друзья – Владимир Винокур, певец Александр Розенбаум и актер Юрий Назаров. Они привозили семье Льва Лещенко необходимые медикаменты и продукты питания. А ночью в доме Льва Лещенко оставался персональный охранник, бывший участник спецоперации, 30-летний мастер спорта по боксу Александр Корнилов. Лев Валерьянович Лещенко является руководителем комитета по хозяйственной части и одним из главных финансистов организации. Поэтому у Льва Валерьяновича на работе и в домашней обстановке хранятся важные документы об учете конфискованных финансовых средств. Лечение Льва Лещенко проходило в плановом режиме до вчерашнего вечера, пока на садовых участках не появилась незнакомая иномарка. Стало известно, что сторож садовых участков был на веселе и не заметил незнакомую машину. Начальник охраны Александр Корнилов сразу заметил иномарку и почуял неладное. Александр Иванович незамедлительно связался и попросил вызвать подмогу и усиление к даче Льва Лещенко. Однако опытный охранник Александр Корнилов допустил непростительную и роковую ошибку. Он вышел из дома на улицу, и его прекрасно увидели преступники, которые незамедлительно открыли огонь из черного джипа. 30-летний боксер и охранник Александр Корнилов погиб на месте, а преступникам уже ничего не мешало, чтобы безнаказанно проникнуть в дом Льва Лещенко. Как стало известно уже позже, в нападении на дом Льва Лещенко принимала участие крупная преступная группировка города Москвы и их предводитель Валентин Король по кличке Тайсон. Видеокамеры, установленные на даче Льва Валерьяновича Лещенко, смогли зафиксировать полную картину трагедии, которая произошла в доме артиста. Вошедшие в дом преступники первым делом кинулись к сейфам, где находились важные документы, попытались их открыть, а потом направились к хозяевам дома. Поднявшись на второй этаж, они увидели беззащитную супругу Льва Лещенко Ирину Лещенко, а также самого известного артиста, который в полузабытье лежал на кровати.
Лев Лещенко сразу почувствовал колоссальную опасность. Известный артист попытался встать с кровати и дать отпор преступникам. Однако Лев Валерьянович был настолько слаб, что потерял сознание и упал. Теперь преступникам ничего не мешало осуществить свои кощунственные планы. Статная и красивая супруга Льва Валерьяновича Лещенко испуганно посмотрела по сторонам и попыталась укрыться на 3-м этаже дома, однако ее планам не удалось сбыться. Преступникам удалось поймать красивую женщину, супругу Льва Лещенко. Они поиздевались несколько раз и нанесли ей черепно-мозговую травму. Ирина Лещенко без сознания лежала на кровати. Однако и этого преступникам оказалось мало. Похитив ценные вещи и важные документы, они похитили дом, предварительно устроив там поджог. На счастье, через несколько минут после трагедии к дому Льва Лещенко подъехало усиление. Сотрудники МЧС и полиции смогли войти в горящий дом и вытащить оттуда Льва Лещенко и его супругу. На данный момент супружеская чета артистов находится в тяжелейшем состоянии. Преступной группировке и их предводителю Валентину Королю удалось покинуть место происшествия, а начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин заявил, что это дело чести не только всей России и антикоррупционного комитета поймать и покарать преступников, которые покусились на жизнь Льва Лещенко и его супруги. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Льву Лещенко и поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.